В одном из видео мы уже разобрались, как делать базовую обработку гульфика. Сегодня я хочу сделать кое-что поинтереснее и повторить очень классную обработку гульфика, которая есть на одних моих брюках. Я расскажу, чем эта обработка мне кажется лучше других, и покажу, как ее выполнить. Это канал Шьем с умом, с вами Александра. Давайте начнем. Вот мои брюки, которые фигурируют у меня уже не в первом видео. Давайте посмотрим, как здесь выполнен гульфик. Начнем с обтачки. Мы здесь видим отрезную обтачку, и я считаю, что это единственный правильный вариант для любых брюк, поскольку одна из главных задач этой детали, кроме оформления изнанки, изгиба, это стабилизация входа в гульфик. И цельнокроенная обтачка с этой задачей справляется намного хуже, чем отрезная. Поэтому мы будем использовать отрезную обтачку. Обратите внимание, что пояс обработан вместе с обтачкой. Пояс подогнут до линии края обтачки, и срез обтачки и пояса окантованы вместе. Вообще данное выполнение гульфика, оно происходит как бы одновременно с обработкой пояса. Это будет видно и на откоске тоже. Что нам это дает? Во-первых, позволяет нам не подгибать срез пояса, то есть это очень пригодится при работе с толстыми тканями. Также вот этот сгиб нам позволяет избежать строчки здесь вот по краю, по линии середины, что также может сделать эту обработку более тонкой. Единственный минус любой окантовки – это толщины, которые она создает в точках своего окончания, ну и по линии самой окантовки тоже. Поэтому, если ткань не очень толстая и позволяет нам здесь сделать подгибку по срезу пояса, то лучше обтачку не окантовывать, а обтачать. У меня ткань на изделии будет не очень толстая, поэтому я хочу обтачать. Давайте теперь посмотрим на откосок. Здесь много очень интересных моментов. Он состоит из двух деталей. Внешней из основной ткани и внутренней из подкладочной ткани. Подкладочная ткань нам позволяет сделать более деликатной обработку края откоска. Но если ткань не очень толстая, то я видела вариант, когда и изнанка, и внешняя часть выполнена из основной ткани. В данном изделии для меня некоторой загадкой является, почему внутренняя деталь откоска скроена по косой, в то время как основная скроена по долевой. Если у вас есть какие-то идеи, напишите, пожалуйста, в комментариях. Также давайте обратим внимание на форму лекала откоска. Она отличается от прямоугольной, имеет выступ, на конце которого находится застежка. Дизайн этой детали может быть очень разным. Петля для пуговицы может быть отрезной, либо цельнокроенной с откоском, либо отдельно пришита к поясу. Но все эти вариации сводятся к тому, о чем я только недавно узнала благодаря каналу Сергея Гусева. Как известно, гульфик изобретен для той части человечества, которая писает стоя. И чтобы во время этого процесса брюки оставались на талии и не падали, сделана эта дополнительная застежка. То есть выходит, что для женских брюк фигурный откосок лишен прямого практического значения. Но такая форма делает менее резким перепад толщины в районе застежки и улучшает посадку. Также мне просто кажется такая форма более красивой, поэтому мы будем ее использовать. У внутренней детали откоска есть еще один интересный момент. Если внешняя деталь откоска просто притачена к поясу, как обычно это делается, то внутренняя деталь обтачивает не только откосок, но и пояс. Такая обработка, мне кажется, лучше, чем та, которую я уже использовала на одном своем изделии. Смотрите, это популярный довольно способ, когда корсажная лента доходит до самого края откоска, то есть она притачивается и отворачивается. Здесь создается очень большая толщина, то есть здесь две толщины корсажной ленты и плюс еще две толщины основной ткани. Мало того, что здесь довольно толстая, еще мне лично было очень неудобно здесь работать, особенно вот в этом уголке. В данном случае такой проблемы нет. Корсажная лента заходит под обтачку, и все выглядит очень аккуратно. Поэтому я хочу попробовать использовать этот способ. Интересно, что именно этот вариант можно увидеть на неделе моды в Милане. Сейчас странный тренд выворачивать вещи наизнанку, чему я очень рада. И если присмотреться, то можно увидеть, что гульфик там обработан точно так же. Еще внутренняя деталь откоска скроена таким образом, что ее нижняя часть закрывает срезы основных деталей по срединному шву. И дополнительная деталь еще закрывает так называемый самолетик, что делает в целом обработку всего узла довольно опрятной.
Мне такой способ очень нравится, поэтому я хочу его повторить. Давайте теперь приступим к выполнению самой обработки. Начнем с подготовки лекал. Я их отчерчиваю прямо на лекале основной передней детали брюк. Для обтачки мы намечаем линию отделочной строчки. И, отступив от нее 1 см, отрисовываем линию края обтачки. Более подробную инструкцию по подготовке лекала обтачки, если нужно, вы найдете в видео про базовую обработку гульфика. Ссылка в описании. Итак, лекало обтачки готово. Откосок у меня будет состоять из двух деталей. Внешней из основной ткани и внутренней из подкладочной. Сначала нарисуем внешнюю. В нижней части я возьму такую же ширину, как у обтачки. Верхняя часть не должна доходить до мешковины бокового кармана минимум 1 см, чтобы не создавалось нахлёста. Я возьму 6 см. Готово. Внутренняя часть у нас должна обтачать пояс, поэтому сверху мы прибавляем ширину пояса. У меня 4 см. Также она должна будет закрыть срезы шва стачивания основных передних деталей, поэтому снизу мы прибавляем длину этого шва. У меня это 10 см. По ширине внизу будет достаточно 3 см. Лекало внутренней части откоска готово. Переходим к раскрою деталей гульфика. Для обтачки по линии притачивания к основной детали берем припуск 1,5 см. По линии притачивания пояса припуск как у основной детали. Поскольку свободный край мы будем обтачивать, то припуск для него берем 1,5 см. Если бы мы выбрали окантовку, то припуск был бы 0. Для внешней части откоска добавляем припуски 1,5 см. По линии притачивания пояса, как у основной детали. Для внутренней части откоска берем припуски 1,5 см. По линии середины нам нужно будет сформировать сгиб, чтобы закрыть срезы, поэтому прибавляем 3 см. Готово. Мы раскроили детали, давайте посмотрим, что у нас есть. Внутренние и внешние детали откоска, обтачка, застежка молния 20 см. И я подкроила деталь для обтачивания края обтачки. Это, по сути, та же самая деталь, только по линии сгиба мы берем всего пару сантиметров. Что касается того вопроса, усиливать ли детали гульфика или нет. Обтачку я считаю, что нужно усилить, поэтому я ее проклеила нитепрошивным флизелином. В отношении откоска мне не кажется, что это нужно делать во всех случаях. Я не буду этого делать. Сборку гульфика мы начнем с подготовки обтачки. Для этого нам нужно обтачать ее край. Складываем и уравниваем срезы наших деталей. И прокладываем строчку шириной 1,5 см от среза. Мы проложили строчку. Я забыла сказать, что деталь, которой мы обтачиваем край обтачки, нужно кроить по косой. Мы проложили строчку. Теперь нам нужно срезать припуски до ширины 3-4 мм. И здесь по линии самого наибольшего изгиба сделать надсечки, чтобы этот край красиво выложился. Наш уголок выглядит следующим образом. Теперь нам осталось отвернуть наизнанку нашу обтачку и приутюжить. Мы заутюжили обтачку, нашей обтачки наизнанку, и деталь готова к дальнейшей работе. Теперь нам ее можно притачать уже к основной детали брюк. Берем основную деталь, ищем линию середины, складываем, совмещаем линии и прокладываем строчку. Мы притачали обтачку к основной детали по линии середины. Теперь нам необходимо отогнуть обтачку, приутюжить и проложить еще одну строчку по обтачке, отступая 1-2 мм от сгиба, которая зафиксирует припуски на обтачку. Мы проложили строчку и зафиксировали припуски на обтачку. Теперь нам нужно срезать лишние припуски и срезать их лучше разной длины. Один, например, на 2 мм, второй на 3 мм, чтобы убрать слишком резкий перепад толщины. После этого мы уже можем сформировать линию входа в гульфик. Отогнуть обтачку наизнанку и приутюжить. Следующий шаг – это стачивание основных деталей по линии середины. Я более подробно разбираю этот момент в видео про базовую обработку гульфика. Здесь только скажу, что нам важно, чтобы линия притачивания обтачки и линия стачивания основных деталей образовали одну единую линию, то есть чтобы не было здесь расхождения.
Мы стачали основные передние детали по линии середины. И теперь можем приступить к притачиванию откоска. Для этого нам нужно от линии середины отступить примерно 7 мм, наметить еще одну линию и по этой линии заутюжить припуск на изнанку. Мы подготовили основную деталь и заутюжили припуск на изнанку. Теперь необходимо приложить застежку, ориентируя нижний фиксатор на уровне начала входа в гульфик. И сгиб должен прилегать вплотную к зубьям застежки. И я предпочитаю ее приметать. Теперь нам нужно приложить верхнюю деталь откоска. И сделать это нужно таким образом, чтобы верхняя лекальная линия откоска была продолжением линии притачивания пояса основной детали. Уголок этой линии заходил на пару миллиметров за сгиб основной детали. Я зафиксировала булавками. И теперь нам все эти детали нужно сметать. Мы не прокладываем пока машинную строчку. Я приметала откосок и застежку к основной детали. И меня посетила мысль, что вообще-то вот этот срез откоска нужно бы обработать на оверлоке. Я уже не буду отпарывать и обработаю прямо так. А вы это можете сделать заранее. Следующий этап в обработке гульфика – это притачивание второго края застежки к обтачке. Для этого мы сгиб основной детали выкладываем по линии середины и фиксируем. Можно булавками, можно приметать. Я предпочитаю приметать. После того, как мы зафиксировали наш вход в гульфик, мы отгибаем основную деталь и отгибаем снизу деталь откоска. И фиксируем, чтобы нам не мешало. И у нас остается сверху деталь обтачки, а снизу вторая часть застежки молнии. И вот так вот, как оно лежит, мы прокладываем строчку. Мы притачали обтачку к застежке. Я уже сняла временную строчку, чтобы показать, как выглядит наш узел на данном этапе. Откосок и правая часть застежки приметаны к основной детали. С другой стороны, левая часть застежки притачена к обтачке. Мы пока не прокладываем отделочную строчку. И на этом моменте мы с вами пока сделаем остановку, поскольку окончательная обработка гульфика происходит вместе с обработкой пояса. Ссылку на видео с продолжением мастер-класса вы найдете в описании. До встречи!